Привет всем! Это воскресенье, мы едем в трамвае, город Вена. Едем мы в центр, чтобы погулять. А почему это необходимо? Не то, что мы для удовольствия, а для здоровья. Ну, как вы знаете, на канале есть видео «Трёп на кухне», где мы вам показываем браслеты, которыми обзавелись. Специальные такие, которые за нами следят и нас заставляют делать какое-то количество шагов, сжигать какое-то количество калорий, в общем, вести какой-то здоровый образ жизни. Ну, вот мы, подчиняясь браслетам, этот здоровый образ жизни пытаемся вести. Итак, Вена, воскресенье, очень тепло, все поразъехались, город такой полупустой. Обратите внимание, вот эта машина, Oldsmobile, это электромобиль. Их сейчас стало много, вот такие подстаринные автомобили. Сделанные, и они составляют даже некоторую конкуренцию фиакрам. Ну, я считаю, хорошая идея. Вот у нас орел, корона и флаг. Вот эти символы, на самом деле, это я проверяю свою новую камеру. Снимаю с руки, как видите, очень неплохо. Итак, это у нас ринг. Ринг – это такие улицы, которые кругом опоясывают центр. Сам ринг широкий, там, где машины едут. Плюс есть вот такие пешеходные тротуары и дорожки для бегунов, для велосипедистов, для спортсменов всевозможных. Какими мы тоже являемся с нашими браслетами. Итак, это у нас конец октября. Погода выдалась хорошая, было вот в тот день плюс 23. Вот видите, народ весь в футболках, на траве сидят, развлекаются. Это от Фолькстеатра. Мы перешли через дорогу, а потом справа обошли Фольксгартен, потом Хофбург был с той стороны. И мы решили срезать дорогу, не идти дальше по рингу, срезать и прийти к Альбертине, к музею Альбертина. И вот сейчас послушайте один диалог. Сейчас будет диалог, который определил точное место назначения нашего маршрута. Там считается, что там самые вкусные вот это вот вёрстели во всей Вене. И что даже этот гламур московский тоже приезжает. Специально на вёрстели? Про это место знают и обязательно посещают. Это я читаю же сейчас эту дуру, которая... И она все время пытается втереться в эту гламурную тусовку. Что это как бы этот штант, он делает какую-то выручку такую же почти, как там целый магазин огромный. Ну, вы слышали сами, Ирина рассказала мне про какой-то уникальный киоск, где продаются какие-то небывало вкусные сосиски, за которыми из Москвы Бомонд приезжает, и который дает выручку больше, чем некоторые супермаркеты. Итак, решено. Мы идем в Битцингер. Это такой киоск, называется Битцингер. Их два известных киоска. Один на Праторе, где колесо обозрения, а второй возле Альбертины, за оперой. Вот, смотрим. Вот это там сарайка, это и есть вот этот знаменитый киоск Битцингер. Что там предлагают? Там есть боснийские колбаски, есть братвурст, обычный австрийский, и есть карривурст. Ну, одна и та же сосиска с разными соусами. И вот смотрите, народу стоит очередь. Вот это люди стоят в очередь. Половина, наверное, из Москвы приехала, а другая половина из Киева. Вот. И стоят все в очереди за вот этими самыми уникальными сосисками. Стоять, по моей оценке, было минут 20-25. Большого желания, я сказал, ты, конечно, как хочешь, но я сосиску могу в любом другом киоске купить, потому что, честно говоря, у меня большие сомнения, что сосиски от киоска к киоску сильно меняются. Они, в принципе, все в одном магазине купленные. Вот. И в Австрии такой большой разницы, что вот это качественное, а то некачественное, это не бывает в Австрии. В общем-то, все оно примерно одного хорошего качества. Вот такие там ребята с Востока занимаются. И стоять, тратить 20 минут среди Бомонда, чтобы съесть сосиску. Вот тут зайчик с шампанским.
Желания никакого не было. И мы, поразмыслив, решили, да, ну их. А вот смотрите, вот это рядом находится отель «Захер». Вот это кафе «Захер». А «Захер» это такой торт известный, который чуть ли не мировую известность имеет. Очень вкусный торт, он такой шоколад, и там внутри очень вкусное там варенье, ну, хороший торт. Вот этот отель «Захер» со знаменитым кафе. Вот это кафе в отеле «Захер», оно знаменито больше, чем отель. И вот торты «Захер» действительно принесли, ну, такую известность вот этому месту. А вот смотрите, это Розенбергер. Любой турист раньше обязательно в Розенбергере бывал. Туда приводили группы кормиться. Это такая столовка самообслуживания, но очень с выдумкой сделана и очень неплохо там кормили когда-то. Но я последний раз там был лет 7-8 назад. Есть на автомагистралях тоже вот эти Розенбергеры. Ну, такой австрийский вариант такого быстрого питания, фастфуда, но очень прилично сделанный. Вот это у нас Кертнерштрассе, торговая улица, очень дорогая, бешено дорогая. Казино венское, сейчас там идет ремонт. А народ ходит. То есть на этих улицах, ну, все очень дорого. И одни туристы. Вот смотрите, вот это интересно, мне понравились. Это, ну, Сваровски кристаллы. Просто кристаллы туда повесили. То есть это не огоньки. Электричества там нет такого. Это просто ветер их колышет, они поворачиваются, солнце отражается, и вот так красиво смотрится даже днем. Вот, видите, торты «Захер». Вот это мы подошли к задней части вот этого здания, вот этого отеля «Захер». С противоположной стороны кафе «Захер», а здесь у нас идет выдача тортов. Естественно, очередь. Вот, естественно, очередь. Надо понимать, что в воскресенье в Вене не работает вообще ничего. Вот мы с вами увидим один магазин, единственный магазин, который работает в Вене на выходные, продуктовый. Все остальное не работает. Это здание оперы. И вот ребята стоят там, зазывают. Вот. Поэтому в общепит, который по воскресеньям работает, такие очереди не слабые, тем более в центре. За культурой очереди не меньше. Вот если вы думаете, что вы можете приехать в Вену и сходить в Венскую оперу, ой, я хочу сходить в Венскую оперу, скорее всего, ничего у вас не получится. Вот смотрите, вот эта очередь стоит, чтобы взять билеты. И билеты не на сегодняшний вечер, а билеты на некоторое такое обозримое будущее. При этом, если там выступают какие-то звезды, если какая-то не просто обычная постановка, а что-то такое звездное, там билеты просто можно забыть, даже не надеяться. А вот она, Венская опера. То есть Вена — это город, который предлагает товары, услуги, развлечения очень высокого качества по такой достаточно дорогой цене. Но при этом сама Вена за счет австрийцев, за счет соседей, за счет туристов, которые приезжают, это город, где огромное количество людей с неплохой покупательной способностью. Поэтому все вот эти дорогие качественные услуги и дорогие качественные развлечения, они, в общем-то, пользуются спросом. И очереди есть за всем. В том числе, вот, что сосиску скушать, что в театр сходить. Пожалуйста, сначала в очередь. Сукины дети, как говорится. Вот смотрите, вот это Шпар. Это мы идем в сторону Мария-Хилферштрассе от оперы, и там по дороге будет вот этот магазин Шпар. Единственный, который работает в воскресенье. Еще есть магазины на вокзалах. Вот на вокзалах разрешено работать. Я как-то бегал на западный вокзал за элементарными продуктами, чтобы что-то покушать. А вот мы уже идем по Мария-Хилферштрассе. Это вот собор. И вот тут интересные такие фигуры рядом с храмом. Ну, красиво все. Мы идем сейчас по Мария-Хилферштрассе, и там будет еще пара таких интересных заведений. Вот смотрите, Трзесниевский. Вот это бутерброды. Вот сейчас это закрыто. В воскресенье они закрыты.
Но в будний день тут всегда хвост торчит, то есть толпа народу. И там такие маленькие бутерброды, их огромный ассортимент, огромное количество видов бутербродов. Это такая культовая еда. Сюда ходят вот такой местный бомонд за бутербродом. А к бутерброду можно взять там кофе, какао, какой-нибудь чаек, можно шампанского, винца. Ну, то есть основная идея тут это бутерброды. Вот так вот. А вот это народ стоит за вафлями, потому что там открыто. И за вафлем, вот этим вафленным окошком Аида. Аида – это сеть кафе кондитерских. Она тоже открыта, тоже очень популярная. Сейчас мы увидим витрину. Что там предлагают в этой Аиде? Ну, вот видите, всякие вот такие цветные сладкие штучки. Мороженое, ну, все нормально. Мы зашли перекусить. Мы ходим, если уж мы решаемся перекусить где-то вне дома, мы ходим, вот это Эбби называется, на Мария-Хилферштрассе. Это заведение такой восточной кухни, китайско-японской, такой совмещенный. Там тебе дают вот такой гаджет, на iPad похожий, и по гаджету ты выбираешь еду. Ты платишь за вход, там есть стандартная цена, напитки дополнительно. А в пределах вот этой стандартной цены, например, 20 евро, ты сидишь там час-полтора, и вот сколько съешь, столько все твое. Ты сидишь, заказываешь, вот сделал заказ, проходит определенное время, прибор опять готов принять заказ. И ты можешь, вот, пока не треснешь. Ну, мы трескаться не собирались, мы взяли, Ирина немножко вот их суши. Вот сейчас соевый соус наливает. Ну, она много чего взяли, вот, много чего разнообразного. Ну, там порции такие маленькие. Ну, я, честно говоря, не любитель есть вне дома, но иногда можно. Вот сейчас Ирина будет, я ее спрашиваю, ты не разучилась палочками-то орудовать? Она говорит, сейчас посмотрим, разучилась или нет. Вот это сок, яблочный сок. Вот, уронит или нет? Вот это интересно очень. А нет, похоже, не уронят. А это принесли мне. В японском варианте это гёза, в китайском это цзяо-цзы. Я их ел, в Японии я ел гёзу, на Тайване я ел цзяо-цзы. Мне вот эти штуки очень нравятся в любом исполнении. А здесь продают замороженные японские гёза, можно купить в магазинах. Ну, я иногда это и делаю. Итак, мы прогулялись. Выполнили свою программу по шагам, наши браслеты были полностью довольны. А я вам показал некоторые такие точки общепита характерные, венские. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления, поставьте лайк и успехов вам!